Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я в данном видео готовлю очень вкусный и стабильный крем, кофейный пломбир, который напоминает очень вкус свежеприготовленного кофейного мороженого. Этот крем очень удобен в работе, как и для украшения тортов и капкейков, также и наполнения им десертов. Во-первых, это для прослойки тортов, наполнения эклеров, трубочек. Этим кремом можно работать в разных десертах. И в данном видео я покажу, что этот крем я буду готовить без яиц, без сливок, без желатина и без дорогостоящих творожных и сливочных сыров. Итак, понадобится мне для этого самые простые ингредиенты. Сейчас я приготовлю заварную основу. Масло на заднем плане у меня стоит 250 грамм сливочного масла 82% жирности, оно мне пока не понадобится. Для заварной основы мне нужны сейчас будут продукты комнатной температуры. Все продукты. И масло я пока отставляю в сторону. Я его достала из холодильника 250 грамм, и оно у меня просто будет стоять и нагреваться до комнатной температуры. В ковшике у меня 300 мл молока. Молоко я сейчас довожу до кипения в ковшике. Я ни в коем случае его не кипячу. 45 грамм кукурузного крахмала. Всего вместе с ванильным сахаром 150 грамм сахара. Меньше брать здесь я не советую. 10 грамм быстрорастворимого кофе. И 50 мл молока. Это для растворения кофе сейчас. И 150 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Сейчас я довожу до кипения в ковшике молоко и не кипячу его, просто довожу до кипения. И приготовлю сразу всю крахмальную основу для нашего кофейного киселя, пудинга, как хотите его назовите. Во-первых, я добавляю в растворимый кофе 50 мл молока, все это перемешиваю. Весь кофе сразу не размешается, это не так страшно, вся эта кофейная смесь потом разойдется уже в сгущенном молоке с сахаром. Я добавляю и сахар, и ванильный сахар, и вот эту кофейную основу всю добавляю в сгущенное молоко. И на данном этапе очень хорошо нужно размешать сахар, иначе потом может комковаться крахмал, когда он свяжется с сахаром. Вот сахар сначала размешали все венчиком, а молоко нагревается в это время. И потом сразу вводим, когда уже жидкая масса у нас образовалась, вводим обязательно весь крахмал. Крахмал вы можете здесь взять и картофельный, но проверенного, хорошего качества, потому что очень многие спрашивают, можно ли брать картофельный. Можно, но чтобы вы были уверены, что он действительно не дает крахмальный привкус и что он не оседает у вас на дно, потому что есть, к сожалению, и такие виды крахмала. Молоко закипело, я его тут же снимаю с огня. И вся моя крахмальная смесь уже готова, полностью размешана без комочков. И я, непрерывно помешивая в центре ковшика венчиком, ввожу туда всю кофейную основу. Опять всю эту массу я ставлю на огонь. И сейчас на умеренном, уже на среднем огне я довожу ее при непрерывном помешивании до кипения. Это сделать обязательно нужно, непрерывно помешивая. У вас она начнет густеть, в руках вы ее почувствуете, и пойдут очень такие активные бульки. Как у меня и происходит сейчас, вы видите в видео. И все, смесь готова, я ее сняла, и вот такая она получается. То есть она сразу такая плотная должна у вас получиться. Я перекладываю всю эту заварную основу совершенно горячую еще в миску. И еще горячей я накрываю тут же ее пищевой пленкой в контакт и ставлю ее до остывания, до комнатной температуры. И остужать я ее советую градусов до 28.
не холоднее. То есть в холодильник мы ее не убираем. Масло нагревается до комнатной температуры, а смесь наоборот остывает у нас. Прошло у меня несколько часов, часа 3, вот так, около 3 часов. Масло у меня здесь, я его слегка прогрела в микроволновке, буквально секунд 15, оно у меня и так разошлось. Но сейчас холодно, в зимний период советую это сделать, чтобы масло было где-то 27 градусов. Вот такой температуры, чтобы масло было, для хорошего соединения этого крема. Потому что вот такой крем без яиц, он любит теплую температуру. 27-28 градусов. Заварная основа не холодная у меня, где-то 27-28 градусов тоже в ней. И видите, насколько она плотно уже у меня схватилась. И сейчас, во-первых, я взбиваю масло минуты 3 точно, до пышности, до такого побеления. Это сделать нужно обязательно. Масло взбилось, видите, как оно побелело сильно. И теперь я буду вводить в 3 этапа всю заварную основу в масло. Я где-то делю всю эту смесь зрительно на 3 части и просто по одной части ввожу ее и постоянно взбиваю миксером после каждого введения заварной основы. Делать это нужно недолго, здесь ничего долго мы не взбиваем, просто до соединения этих масс. И еще раз говорю, если вдруг кому-то покажется, что у вас крем начал отслаиваться, значит ему просто холодно. Такое бывает с данным кремом, этого не нужно бояться, просто его нужно слегка прогреть, либо импульсами в микроволновке до 28 градусов, либо на водяной бане, чтобы просто и потом опять взбить его ручным миксером. Хотите, даже можете и планетарным взбивать, но не имеет смысла, я считаю, здесь. И вот такой крем у меня получается, он не совсем сейчас застывший, так как он еще у меня градусов 27. Видите, такая бархатистая, мягкая очень основа, очень напоминает именно вкус мороженого, которое готовится свежим. И теперь я покажу по традиции, как отсаживается из насадки этот крем. Насадка у меня здесь 1М, то есть этой массой мы смело этим кремом можем украшать шапочки у капкейков. В холодильнике он сразу же застынет и будет иметь очень приятную форму и консистенцию. Также этот крем прекрасно подходит для прослаивания им тортов, пирожных многослойных, наполнением эклеров, заварных пирожных. И крем очень хорошо держит форму, если он слегка схватится в холодильнике. И крем очень-очень вкусный и очень ароматный. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.